7 государств, которые могли стать частью Советского Союза. Как известно, на момент своей кончины СССР состоял из 15 республик. Однако территория советского государства могла быть значительно больше. Финляндия. Надо сказать, что часть Финляндии в виде Карело-Финской ССР была одной из союзных республик Советского Союза с 31 марта 1940 года по 16 июля 1956 года. Эта союзная республика была создана после того, как советские войска в конце 1939 года оккупировали часть финской территории. Иосиф Сталин планировал со временем развить успех и присоединить к СССР всю Финляндию. Но история внесла свои коррективы. В 1956 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев понизил статус Карело-Финской ССР до автономной республики и убрал из названия слово «финское». Так, появилась на свет Карельская АССР, которую сегодня мы знаем как Республика Карелия. Болгария. В отличие от Финляндии, Болгария добровольно пыталась вступить в СССР. Инициатива о присоединении страны к Советскому Союзу исходила от тогдашнего болгарского лидера Тодора Христова-Живкова. Причем Болгария была единственной восточноевропейской страной, которая не просто вела переговоры, зондируя возможность вступления в СССР, а несколько раз подавала официальные заявления на такое объединение. В первый раз глава Болгарии обратился к советскому лидеру Никите Хрущеву в 1963 году во время визита в Москву. Однако Никита Сергеевич отшутился в свойственной ему манере. В ответ заявил буквально следующее: «Ага, хитрые какие, хотите, чтобы мы за наш счет платили грекам ваши репарации? У нас долларов нет. Если у вас есть, платите сами». Речь шла о репарациях по итогам Второй мировой войны, в которой Болгария воевала на стороне Гитлера. Вторую попытку Тодор Живков предпринял уже в начале 1970-х, когда генеральным секретарем ЦК КПСС был уже Леонид Брежнев. Но и здесь, согласно легенде, он нарвался на шутку. Якобы Леонид Ильич отрезал: «Курица, не птица, Болгария, не за граница». Монголия. Мало кто знает, что Монголия стала после Советской России вторым официальным социалистическим государством на планете. Аж в 1921 году, до самого заката СССР, ее воспринимали как неофициальную 16-ю республику. Но почему же с Монголией так и не был оформлен официальный брак? В 1920-е годы советское руководство не пошло на это по геополитическим причинам. Монголию оставляли в качестве буферного государства на случай конфликта с Китаем или Японией. А после Второй мировой войны эту страну не включали в состав СССР, чтобы не нервировать Китайскую Народную Республику. В 1990 году, когда Советский Союз уже растерял свое былое влияние, монгольское правительство официально заявило о прекращении строительства социализма. Так закончился гражданский брак двух стран. Иран. 25 августа 1941 года, в самый разгар немецкой оккупации СССР, советские и британские войска начали совместные военные действия в Иране под кодовым названием «Операция Согласия». По сути дела, военная акция была инициативой Иосифа Сталина, который очень опасался германофильских настроений шаха Реза Пехлеви, а также возможности допуска фашистской Германии к иранской нефти. В результате операции произошла смена монархов, а немцы так и не получили контроль за стратегическим сырьем. Уже после Второй мировой войны Сталин попытался расширить советское влияние в этой стране. Советское руководство потребовало, чтобы Иран допустил СССР к разработке нефти в северной части этого государства. Фактически это стало главным условием вывода советских войск из Ирана. Соглашение было подписано иранским правительством в 1946 году. СССР вывел войска, однако Меджлис, парламент,
так и не ратифицировал договор. В этот период Сталин рассматривал вариант оккупации части Ирана с возможным включением ее в состав среднеазиатских республик Советского Союза. Но в конечном счете, Великий Кормча не пошел на этот шаг, чтобы окончательно не испортить отношения с Великобританией и США. Турция. Территориальные претензии к Турции Советский Союз предъявил в самом конце войны. Советское руководство планировало наказать это государство за сотрудничество с фашистской Германией, присоединив к себе территории, когда-то принадлежавшие Российской империи. Создание Турецкой союзной социалистической республики даже не рассматривалось. Оккупированные земли просто должны были распределить между Грузинской ССР и Армянской ССР. Однако планы СССР вызвали жесткий отпор у США и Великобритании, и советское руководство заявило о своем отказе от территориальных претензий в 1953 году, сразу же после смерти Сталина. Польша. Отношения с Польшей, бывшей частью Российской империи, не сложилось у большевиков почти сразу же после захвата власти в России. В 1919 году началась Советско-Польская война 1919, которая продолжилась до 1921 года. Советская Россия планировала вернуть контроль над западными губерниями бывшей Российской империи, Украиной и Белоруссией. Это было планом-минимумом для Красной армии. Идеальным исходом войны большевики считали установление советской власти на всей территории Польши и дальнейший экспорт социалистической революции в Западную Европу. Если Ленину и Троцкому в конечном итоге не удалось выполнить план-минимум до конца, то за них в 1939 году это сделал Сталин, присоединив бывшие западные губернии царской России к СССР. Был ли у Иосифа Виссарионовича план «Максимум», осталось неизвестно. Венгрия. В период с 1918 по 1919 годы, во многих странах Европы благодаря вооруженным восстаниям, вдохновленными примером Октябрьской революции, образовывались и практически тут же ликвидировались самопровозглашенные государства с экзотическими названиями: Баварская Советская Республика, Венгерская Советская Республика, Словацкая Советская Республика, Эльзасская Советская Республика, Бременская Советская Республика, Советский Лимерик. Дольше всех прожить удалось только Венгерской Советской Республике, которая просуществовала 133 дня. После захвата власти венгерские коммунисты очень рассчитывали на союз с Советской Россией, но та из-за гражданской войны ничем не могла помочь. В результате армия Королевства Румынии в августе 1919 года покончила с венгерским экспериментом. Правда, ненадолго.